Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 6 апреля, четверг. И сегодня я хочу предложить вашему вниманию мое сегодняшнее интервью, извините за тавтологию, которое я дал Игорю Александровичу Яковенко. Вообще, по просьбе некоторых слушателей моего канала, я решил размещать здесь, на канале, те интервью, которые я даю другим пользователям YouTube или другим средствам массовой информации, чтобы это все компактно находилось на моем канале, и чтобы зрители мои, как они сами пишут, не были вынуждены искать по интернету мое последнее интервью. Или крайнее, как теперь популярно говорить в Украине. Вы, наверное, заметили, что я даю немного интервью на стороне, уделяя главным образом время моему вниманию, моему зрителю, моему каналу. Что касается Игоря Александровича, то я считаю его одним из основных и одним из самых лучших аналитиков по России, по путинскому режиму. Я следил за его публикациями в российских оппозиционных СМИ в течение последних лет 10, наверное. И мне всегда импонировал его анализ, его политическая, нравственная платформа. И он не случайно, в общем-то, оказался с началом этой войны. Он оказался в одной лодке со всем здравомыслящим человечеством, прежде всего с украинцами. Теперь он частый гость на украинских каналах. И я считаю честью общаться с такими людьми, как господин Яковенко. Помимо всего прочего, он еще прекрасный ведущий, прекрасный аналитик, который не просто задает вопросы, он задает глубокие вопросы, в которых отражается суть происходящих событий. И как-то так получилось в процессе нашего взаимного сотрудничества, что у нас сложился какой-то своеобразный формат беседы, в ходе которых мы выступаем адвокатами поочередно. То он выступает адвокатом дьявола, а я наоборот, сил добра, то наоборот. Но я считаю, что это достаточно интересный формат, позволяет взглянуть на проблему со всевозможных, даже самых неожиданных ее ракурсов, и позволяет понять суть событий. Я очень надеюсь, поскольку, как я считаю, зрители моего канала – это одна из самых интеллектуальных аудиторий, которые мне ведомы на пространствах YouTube, но я уверен, что интервью с господином Яковенко вам понравится. Поэтому предлагаю вашему вниманию мое сегодняшнее интервью с ним и рекомендую заходить на его каналы. Я уверен, что вы получите удовольствие для души и для разума. Итак, мое сегодняшнее интервью Игорю Александровичу Яковенко. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Игорь Яковенко. 19 часов московское и киевское время. И сегодня, как мы и договаривались, обсуждать текущие события, самые важные события, мы будем с американским аналитиком Юрием Швецом. Юрий Борисович, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Игорь Александрович. Большой привет вашим зрителям. Да, спасибо очень, что вы согласились. Всегда очень важно услышать вашу точку зрения. Прежде всего, вот у меня, давайте на секунду мысленно переместимся в Пекин. Там сейчас, насколько я понимаю, то ли закончилась, то ли продолжается вот эта трехсторонняя встреча. Значит, Франция, Китай и Еврокомиссия. Значит, вот Макрон в очередной раз пытается превратиться в голубя мира и пытается уговорить каким-то образом Си Цзиньпина, прежде всего Макрон, я так понимаю, ударная здесь сила, безусловно, и Урсула фон дер Ляйен тоже.
вот они пытаются все-таки отвратить Си Цзиньпина от Путина, так сказать, разбить вот этот вот намечавшийся союз. И сразу же, ну вот у меня сразу, чтобы не прерывать ваш комментарий, я хочу спросить, во-первых, как вы относитесь к этой миссии Макрона, насколько, с вашей точки зрения, она будет успешна, и сразу вопрос по поводу вот этого удивительного комментария представителя Китайской Народной Республики в Евросоюзе, который заявил о том, что вот все эти слова о вечной дружбе между Китаем и Россией, которые были сказаны Си Цзиньпином и Путиным, это все риторика. То есть, вот, ребят, не обращайте внимания, это вот у нас такая вот китайская риторика. Дружба – это риторика. Вот, ну так, немножко. То есть, в какой-то степени человек взял, дипломат китайский, немножко так чуть-чуть дезавуировал то, что говорил и делал Си Цзиньпин во время. Ну, это моя трактовка вольная. Хотелось бы услышать вашу точку зрения вот по поводу визита Макрона и Урсулы фон дер Ляйен в Пекин и по поводу вот того, как относиться к этому демаршу китайского дипломата. Ну, я скажу, что у меня достаточно большие надежды на этот визит. И он очень интересен. Интересен в том, что приехали кнут и пряник. Пряник – это Макрон, а кнут – это Урсула фон дер Ляйен, поскольку они обозначили свои позиции буквально за несколько дней до визита. Урсула фон дер Ляйен так жестко сказала, что будущее отношения Евросоюза с Китаем зависит от, ну, по большому счету, от того, поможет ли Китай урегулировать войну, значит, в Украине. То есть отойдет ли Китай от поддержки безусловной России, или же будет совсем плохо. Совсем плохо Китаю совсем не нужно, потому что Евросоюз номер один торговый партнер по экспорту из Евросоюза в Китай. То есть это главный номер один экспортер товаров в Китай, а обратно из Китая в Евросоюз это второе, третье место. Кроме того, Евросоюз чрезвычайно важен, особенно в последнее время стал для Китая, потому что американцы начали отделять экономику, технологию, перерывать эти все поставки, и Китай оказался перед сложной ситуацией, ему надо как-то попытаться через Европу получить ту технологию, те инвестиции, которые все меньше он может получить через Соединенные Штаты Америки. Макрон, с моей точки зрения, но если он это сейчас, я вам сейчас опишу, что я хотел бы, я вот сейчас буду адвокатом Макрона, вы, как всегда, можете сыграть роль адвоката дьявола и посмотрим, что из этого получится. И я хочу надеяться, и последний раз я читал китайские газеты, комментарии по поводу этого визита, это примерно 2,5-3 часа назад. И то, что заявил Макрон, в принципе, дает мне надежду подозревать, что он очень хочет хорошо разыграть дипломатические возможности, дипломатическую карту, которую перед ним, да не только перед ним, а вообще перед Западом, перед Украиной, открыли последние события, которые шли из Пекина. Первое – это вот эта концептуальная бумага, документ, 12 пунктов. То есть я рассматриваю это не просто как там, план, решение украинского, как они называют, конфликта или вопроса. Это, так сказать, как в свое время была программа КПСС, принятая там на каком-то съезде на 5 лет вперед. То есть это Китай в глобальном мире, как лидер этого глобального мира. Поэтому Си Цзиньпину это документ чрезвычайно дорог. Первым пунктом там идет в этом документе уважение суверенитета всех стран плюс территориальная целостность. И вот этот пункт полностью, если его выполнить, он берет Китай, так сказать, в одну лодку с Украиной и ее западными союзниками. Потому что он подразумевает, что Россия должна уйти с оккупированных территорий. Однозначно. Но в этом плане есть недостаток. Дальше
Ни слова о том, что Россия должна уйти с оккупированных территорий, там нет. Вот возникла такая двусмысленность, и это фактически капкан, ну не то что капкан, я бы скажу трещина вот этой концепции Си Цзиньпина, в которой сейчас Запад и другие сторонники Украины могут вбить колышек и дальше его бить и его раскалывать. Потому что дальше, то есть пункт первый, он не вызывает сомнений, потому что он основывается на ООН, Хартии, международном праве, тут сомнений нет. А вот дальше, когда Китай не говорит, что для этого Россия должна уйти с этих территорий, вот там начинается лицемерие Китая и двусмысленность. Я могу это понять в тактическом плане. Почему Китай так делает? Это лучший вариант, как адвокат дьявола, я вам скажу. Потому что если Китай скажет, но для этого, для начала переговоров Россия должна уйти со всех территорий, то этих переговоров никогда не начнутся. Понятно. То есть надо с чего-то начать. Ну и вот, то есть возник противоречие между пунктом первым китайского плана и отсутствием пункта второго о том, что надо выводить войска. Причем, что интересно, вот я читал последние китайские газеты 3 часа назад, китайцы понимают эту проблему, и они говорят, ну вы же понимаете, что нереалистично ставить перед началом переговоров вопрос о том, что Россия должна уйти из Крыма. То есть они ставят как нереалистичный только Крым, понимаете? Они не говорят, что нереалистично уйти из Донбасса, из тех оккупированных территорий, которые вот Путин анонсировал пару месяцев назад. Вопрос Крыма. Ну, вопрос Крыма можно решать, то есть в процессе переговоров так или иначе, как Гонконг в свое время проблема была решена. Ну, то есть Китай, вот даже их отклики на последние, значит, события китайских аналитиков подтверждают, что они готовы проявить какую-то гибкость. Ну и последнее, что, в общем-то, должно дать сильные карты в руки и Макрону, и Урсуле, это решение Путина, анонсированное буквально через 3 дня после того, как были подписаны документы между ними и Си Цзиньпином в Москве, о том, что он, Путин, теперь принял решение о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. И вот это фактически, это было, ну я вам скажу так, во-первых, это плевок в лице Си Цзиньпину. То есть серьезный человек приехал к своему вассалу поговорить. Они подписали документ, где черным по белому написано не избегать или не допускать размещения ядерного оружия на чужих территориях. Не успел товарищ Си Цзиньпин уехать, потрепав по загривку своего холопа, как этот холоп вероломно нарушает то, что он только что подписал, и фактически плюнул в спину там, или в лицо великому лидеру современности Си Цзиньпину. И вот это Китай потрясло. И не случайно после этого последовало заявление вот этого посла в ЕС, в Евросоюзе Фуконга, который он фактически, то есть, размазал Путина и его государство, заявив, что все то, что там, значит, декларировано в дружбе без лимит, это риторика, то есть пустые слова, так по большому счету. И повторил традиционную китайскую позицию. Причем четко. Раньше они так еще более-менее двусмысленно формулировалось. А теперь совершенно четко. Китай не поддерживает войну, агрессию. Ну, он, правда, не агрессию сказал, а войну России против Украины. Затем, значит, осуждает применение силы, причем напомнили, что совсем недавно еще, в прошлом году декларация 5 ядерных стран была о том, что нельзя угрожать ядерным оружием, нельзя вести ядерную войну, нельзя ее выиграть. Вот, то есть прямо указал на то, что сделал Путин, вернее, то, что он заявил, это в корне противоречит китайской позиции. А китайская позиция по нераспространению ядерного оружия – это краеугольный камень китайской внешней политики. И вот эта глупость, которую сделал, Путин сделал глупость. Но потому когда он делал эту глупость, он подчеркнул, что мы размещаем не оружие, то есть, вернее как, мы размещаем оружие, но это не распространение, оно под нашим контролем. Но после этого вылез в эфир этот второй безумный,
который сказал: нет, мы получим это оружие под контролем, что является вопиющим нарушением, если это произойдет, договора 1964 года о нераспространении ядерного оружия. Вот таким образом, благодаря тут целой комбинации, видите, фактов, идиотские, то есть выживший из зуба Путин и еже с ним Лукашенко, первое. Второе, отношения между ЕС и Китаем. Кстати, об этих отношениях. Китаю позарез нужно что-то сейчас улучшить, причем до июня месяца с Евросоюзом, потому что в июне под руководством будет представлен на рассмотрение Евросоюза документ, концепция экономической безопасности, в которой должен быть пункт, который, значит, в какой-то степени копирует американское требование, о том, что нужно прекратить всякие инвестиции в китайские отрасли экономики, которые могут иметь стратегическое значение для Запада. То есть никаких инвестиций в электронную промышленность, никакой передачи технологий и так далее. Китаю это как удавка на шее. То есть им надо что-то сделать. Ну и вот с этим, значит, этот дуэт кнута и пряника приехали. Я думаю, что Урсула туда приехала во-первых, как смотрящий, потому что французы, они давно со времен еще Саркози показали себя как в качестве людей, увлекающихся мирными идеями до такой кондиции, когда они становятся глупыми просто. То есть приехала где-то в плане, как в роли смотрящего, ну и оба они заявили буквально накануне отлета в Пекин, что они на одной странице, то есть они на одной волне в своем отношении к Китаю и к урегулированию вопроса по Украине. А это номер один. Поэтому я ожидаю, очень надеюсь, что Макрон... То есть сейчас Си Цзиньпина нужно поставить вот перед дилеммой, убрать эти словеса китайские дипломатические, сказать: ребята, вот в первом пункте вы сказали территориальная целостность и суверенитет. Ура! Взяли за руки и пошли вместе. Но для этого своего холопа вы должны каким-то образом уговорить, что он должен на это пойти. Если Макрону удастся это сделать... Нобелевскую премию мира получит. Да. Значит, Юрий Борисович, ну, во-первых, я должен вам сказать, что вот я очень надеюсь, что те псевдонимы, которые вы присвоили, Макрон, Пряник, Урсула фон дер Ляйен, Кнут, я думаю, что они войдут в обиход. Я считаю, что это надо сделать, чтобы они уже теперь так и назывались. Макрон, Пряник, он заслуживает этого. Вот. Ну, а если серьезно, то у меня сразу вопрос. А вы совсем исключаете версию, что все-таки Си и Путин договорились, потому что, ну вот, вероятность плевка на пальто или там на пиджак Си Цзиньпину или на ботинок, на туфлю Си Цзиньпину со стороны Путина, мне кажется, настолько это невероятно, учитывая невероятное совершенно халуйство, понимаете, ну что плевать на туфлю Си Цзиньпина, когда он эту туфлю только что облизывал и будет дальше облизывать, он свои собственные плевки слизывает. Потому что вот у меня все-таки была гипотеза, оцените, насколько она возможна, что они договорились, что Путин сказал Си Цзиньпину: ну, давайте так, там же были и совершенно закрытые встречи, закрытый период встреч, и что вот я все-таки размещу, а вы меня за это поругаете. Ну, то есть вот такая вот двухходовка, притворная такая история. Вы это совсем исключаете? Практически да. Практически да. Почему? Потому что Китай великая держава. Во всяком случае, они так себя представляют. Да? И приехал великий руководитель, приехал к своему холопу, велись переговоры, подписали документ,
документ, и не успел он развернуться, как этот документ был растоптан холопом. То есть я не вижу варианта, чтобы они об этом могли договариваться. Тут, как ни крути, это плевок в сторону Си Цзиньпина. Вопрос, во всяком случае, вопрос поднимается. Что это? Китай не может этого допустить, даже чтобы такой вопрос поднимался. И свидетельством этого, то есть я об этом сказал буквально сразу, как только Путин произнес эту фразу, что мы размещаем. Ну, я сказал, все, ждите ответа. И на канале, кстати, там я каждый день делал интервью, и там это все зафиксировано. И ответ последовал буквально через день в устах Фуконга. Это один из ведущих дипломатов, через которого МИД Китая и правительство выдает, ну, то, что на официальном уровне они по разным причинам не могут сказать, на самом высоком уровне, они делают утечки через этого Фуконга. И раньше он делал неожиданные утечки, и никогда не оказывалось, что они были, ну, немного с руководством Компартии. Да, я практически исключаю. Понятно. Не, ну как то есть, практически? Ну да, но я ставлю 3%, 5%, потому что, ну, понятно, да. да. То есть, ну, ничтожно малое, Да. ничтожно. Потому что мне казалось, то есть на другой чаше весов это то, что, ну, понимаете, то, что тут две позиции. Абсолютное раболепство Путина и его окружения, всего этого истеблишмента российского перед Си Цзиньпинем, который проявляется вот, ну, на наших глазах. Вот этот откровенная, так сказать, пощечина со стороны официального китайского представителя в ЕС, ну, просто сказал, что это все риторика, да, это все болтовня. Значит, ни одного слова осуждения. Там жалкое какое-то блеяние Пескова я увидел. Да, Значит, да. да. Но ни одного слова осуждения. Точно так же вот эта вот пресловутая карта, которую Пекин опубликовал на сайте правительства, где 1,5 миллиона квадратных километров российской территории было прирезано Китаю. И все названия, это же официально, это уже не просто там где-то фантастические какие-то, так сказать, лжегеографы или лжеисторики пишут. Это официальная правительственная карта, которая, так сказать, ну вот это вот китайская территория. Это, кстати, к вопросу о принципе нерушимости границ. Все-таки эти территории, да, они там в 19 веке были оккупированы Россией, но тем не менее все-таки они после Второй мировой войны считаются российскими территориями и незыблемыми. Но и на это ни одного слова не было. Я внимательно следил, ни одного слова не было сказано на такой вот откровенный демарш территориальной агрессии, по крайней мере, картографической агрессии. То есть раболепство невероятное совершенно. И вдруг вот такой вот плевок. Очень странная история. Я думал об этом, я искал объяснение этому, и вот объяснение, которое, ну, помимо того, что человек сбрендил, но то, что у него в голове с психикой не все в порядке, всем уже очевидно, по крайней мере, с 24 февраля прошлого года. Но почему это именно сейчас? Я это могу объяснить дополнительно следующим. То есть этот визит Си Цзиньпина в Москву не оправдал надежды Путина. Понятно, что он не получил то, что он хотел. А ему нужна была поддержка Китая, всеобъемлющая поддержка в войне на истощение, курс на которую Путин взял, надеясь, что Китай ему поможет. Оказалось, что Китай не поможет. Во всяком случае, это проистекает из результатов визита Си Цзиньпина в Москву. А тут на подходе наступление или контрнаступление Украины. И из НАТО и Соединенных Штатов бесконечным потоком идет техника. Такая техника в таком количестве, которой не было никогда. То есть американцы сейчас там создали бронированный кулак прорыва, в котором, значит, ну так, до 100 тысяч человек, украинцев, тренированных по методике ведения войны НАТО, а это маневренные комбинированные действия. И у них укомплектованы не просто там 1000 жавелинов, 2000 хеймарсов там или еще что-нибудь. Там каждый новый батальон в этой новой структуре, а структура – это 3 новых корпуса, каждый батальон
сформирован и укомплектован так, как это должно быть в НАТО для совершения вот таких действий. То есть, я так представляю, в Москве, я слушаю это захожу в 6-ю палату, на соловьиные пометы, замерять температуру, они в замешательстве, они сидят и с ужасом ждут, что делать. И они не знают, что делать, потому что они уже какой месяц городок под названием Бахмут взять не могут, да? Вот, то есть это отчаяние Путина после неудавшегося визита Си Цзиньпина. Он не получил то, на что он рассчитывал, на что он мог пугнуть Запад, типа, ну, вы приостановите или не надо наступать, иначе вот Китай мне поможет, и тогда все. И ему осталось его последнее излюбленное оружие. Надо было блефануть. И вот он блефанул вот этим словом. И что интересно, я обратил внимание, интересный эпизод. В комментариях по поводу вот этого анонса Путина о размещении тактического ядерного оружия, один из экспертов на CNN сказал, значит, в последнее время у Путина осталось только одно оружие – это бряцание саблями. Но с каждым днем, с каждой неделей этих сабель становится все меньше и меньше. Поэтому, чтобы его услышали, его перестали уже слушать, говорит эксперт CNN. И только для того, чтобы произнесли слово «ядерное», вот он и затеял вот эту всю катавасию с размещением ядерного оружия, чтобы его услышали наконец-то, что он серьезный пацан, понимаете, не из рогатки собирается стрелять, потому что с военной точки зрения вот это размещение, оно не имеет никакого смысла. Об этом уже ему объяснили все, естественно. И там большой вопрос, и разместит ли он это. То есть он брякнул для того, чтобы вот пугнуть в отчаянии. Но так брякнул, что оказалось, что одновременно это оказалось оскорблением товарища Си Цзиньпина. Да, брякнул в лужу, скажем так. Ну да. Вот все-таки вот как вы понимаете, поскольку мы с вами вроде как уже, получается, немножко, ну, чуть ли не пари заключаем насчет вот этого визита, этой тройственного, значит, совещания, которое сейчас, видимо, скоро закончится в Пекине. Вот что является критерием? Вот как можно будет оценить успешность, значит, вот этого визита? Ну, прежде всего, миротворца Макрона и надсмотрщицы над ним Урсулы фон дер Ляйен. Как вы считаете, что позволит определить этот? Потому что, ну, все же, как обычно, значит, я точно знаю, что российская пресса, российская медиа завтра скажут, что визит Макрона провалился. Ну да. Они скажут об этом вне зависимости от любого результата. Но что будет критерием истины в данном случае? Вот что позволит сказать, что Макрон молодец, и мы будем ему присуждать Нобелевскую премию мира в ноябре? Не, ну я вам скажу, уже из того, что он произнес, он уже молодец. То есть он сказал, что он приехал попросить Си Цзиньпина, который единственный из всех международных лидеров, который поддерживает контакты с Путиным и имеет на него самое большое влияние, то есть он приехал попросить Си для того, чтобы он образумил Россию. Ну так, просто говоря, чтобы сумасшедшего призвал к ответственности, образумил Россию с тем, чтобы она выполнила вот этот первый пункт из документа самого Си Цзиньпина, который тут декларирует. Все, ловушка захлопнулась, точка. Я считаю, это блестящий ход. А теперь пусть они договариваются, каким образом они это будут делать. То есть китайцы, я вам говорил, они уже слетают. Они говорят, что единственный вопрос сейчас нельзя ставить о том, что Крым навсегда останется, значит, россияне должны уйти из Крыма. Ну, то есть из остального получается возможно. Ну вот, надо внимательно читать то, что будет по заключению, что они скажут. Но, с моей точки зрения, уже процесс где-то пошел. Он нужен успех и Си Цзиньпину, Китаю, чтобы в июне месяце эта концепция безопасности экономической Европы не приняла такая, что Китай окажется в полной технологической изоляции от Запада. Это ему никак не надо. Вот. Ну, и как я вот прочитал, один из китайских аналитиков сказал, что мы, конечно, сейчас не решим все эти вопросы, а главный вопрос, понятно, это Украина. Но самое главное,
они рассчитывают, что это положит началу старту процесса. Но, значит, понятно для Запада и для Украины, и для меня лично, если они сейчас скажут, что надо завтра объявлять перемирие и будем искать процесс, это будет провал. Конечно. Я надеюсь, они так не скажут, потому что должно состояться контрнаступление, которое, надеюсь, очень изменит ситуацию в пользу Украины. И тогда, я думаю, вот товарищ Си скажет своему товарищу Пу: Вова, надо учитывать реальности. Ну, будем надеяться, что так и будет, но, так сказать, понятно, что завтра, конечно, будем следить очень внимательно за тем, чем закончится, по крайней мере, как формально отреагирует Китай на вот эту инициативу. Но что-то мне подсказывает, что внятного и членораздельного ответа, скорее всего, не будет. Будет просто разговор о том, что мы за мир. Вот, и, так сказать, вот прямо образумливать Путин. Тем более, что здесь еще одна проблема. Все-таки даже Си Цзиньпин при всем своем могуществе, я думаю, что он не в состоянии вылечить вот ту болезнь тяжелую, которая засела между ушами Владимира Владимировича Путина. Мне Но кажется, что есть, там даже китайская медицина здесь бессильна. ну, я думаю, да, я думаю, и есть. Его надо лечить, как лечат наркомана от зависимости. Абстиненция. Надо прекращать доступ к наркотику. А наркотик у него – это продажа углеводородов в Китай. Вот так потихонечку, закручивая этот винтель, Си Цзиньпин очень может так тонко и дипломатично, не говоря ничего Путину, а просто потихоньку закручивая этот винтель, послать сигнал очень убедительный Путину о том, что надо учитывать реальности, как сейчас любит говорить Песков. Я думаю, что главным наркотиком для Путина является власть, поэтому главным лечением является отлучение его от власти. И тогда, как мне кажется, лет 20 нахождения в комфортабельной гаагской тюрьме способны его как-то... Ну, это ладно. Это безусловно, это даже не обсуждается. Такая терапия. Хорошо. Вот два человека, на которые, вот в моем представлении, на что надеялся Путин, ну, по крайней мере, понятно, что сначала Киев за 3 дня, это все ясно, но потом, когда вот это вот все началось, когда стало ясно, что там, значит, идет полное поражение, для Путина были два человека, символизирующих надежду. Первый, это, конечно, Си Цзиньпинь, это вот сейчас. Ну и надежда, что если затянется война и она встретится в 2024 году с выборами, то здесь, конечно, человек-надежда – это Дональд Трамп. По крайней мере, в российском телевизоре он выступает как просто символ надежды, что вот Трамп придет, порядок наведет в Соединенных Штатах Америки и будет всем счастье. Он, так сказать, просто откажется от, как он заявляет, что не надо помогать Украине, надо отдать Украину Путину, пусть он захватит всю Украину, вот, и всем будет счастье. Значит, вот произошли несколько такие корректирующие события. На несколько минут Трамп оказался арестован, но понятно, что следующее судебное заседание состоится в январе следующего года. Но ясно, что суд, конечно же, будет как-то там разбираться. Но и, кстати, не вполне ясно окончательное решение суда, потому что там адвокаты очень сильные. Но самое главное то, что суд явно не собирается мешать Трампу участвовать в выборах. Так как мне кажется. Значит, скажите, пожалуйста, какие шансы, с вашей точки зрения, у Трампа, учитывая то, что сейчас республиканцы все-таки как-то очень сочувственно отнеслись, даже противники политические Трампа сочувственно отнеслись к его аресту и негативно осуждают возбуждение дела против него. Какие перспективы у Трампа вот, электоральные? Ну, первое, надо понимать совершенно четко, что даже если его осудят, это не помешает ему продолжать избирательную кампанию и даже быть избранным президентом США, потому что в Конституции нет такого положения, что судимость лишает человека права быть
избранным на должность президента. Там есть То есть всего... он будет исполнять обязанности президента Соединенных Штатов Америки из тюрьмы. Вот, согласно Конституции, Видимо. так. Но в 1973 году, когда Уотергейт был меморандум, или, как они назвали его, документ о взгляде Министерства юстиции США вот на тот вопрос, который вы поставили. И там было написано, разумеется, если человек в тюрьме будет сидеть, он не может исполнять обязанности президентом Соединенных Штатов Америки. То есть чисто формально он имеет такое право, но на практике, значит, получается, что он не может воспользоваться этим правилом. И поэтому какой выход? Выход, есть такое положение у американцев, что президента могут сделать ему импичмент по причине неспособности выполнять свои функции. То есть вот такое было концептуальное мнение. Это формальный документ, который, значит, вот сейчас он его реально рассматривает как возможный вариант. Теперь, насколько возможны шансы Трампа? Ну, во-первых, до сих пор нету, я не видел еще каких-то серьезных опросов общественного мнения, ну, таких глобальных, которые бы посвидетельствовали, как это произошло. Что бросилось в глаза? Значит, крики Трампа и его сторонников: давайте тысячи, сотни людей двинем на Нью-Йорк, чтобы там разнести все в пух и прах, защитить нашего дорогого. Это все не материализовалось. Не было там ни тысяч, ни сотен. Кстати, замечены в телеграм-каналах аккаунты, люди, которые считают приближенными к спецслужбам Российской Федерации, они призывали там выходить, сограждан русскоязычных, наверное, пятую колонну Российской Федерации в Америке, выходить на улицу и разнести Нью-Йорк вдребезги к чертовой матери, как они писали, примерно так, да? Этого все не состоялось, не произошло, что свидетельствует о том, ну и предыдущие тоже там события, которые позволяют прийти к выводу о том, что поддержка в массах избирателей к нему падает. Я обратил внимание вот еще на какой факт. Он накануне вот этого процесса, когда его вызвали в суд, он там явился, он обзванивал всех республиканцев в Конгрессе, сенаторов и конгрессменов, с просьбой поддержать его. Так вот, в одной из центральных газет, я не помню, то ли это Вашингтон-Пост было, то ли Нью-Йорк Таймс, были результаты его опроса. Его поддержали 37 членов Конгресса, 37 всего. Это вот эта группировка отмороженных гопников, которые называют себя МАГА, последователи безумных того же Трампа. Это те, которые выступают не цента Украине. А из членов Конгресса, там их республиканцев, если не ошибаюсь, где-то 49 человек, всего 5 заявило о поддержке. То есть умные люди в Конгрессе, которые знают, куда дует ветер и куда он может подуть, они гораздо осторожнее ко всему этому делу относятся, нежели это можно было бы представить. Следующий вопрос. Правильно вы говорите, значит, процесс будет идти. Следующее заседание, по-моему, в начале декабря состоится. Говорят, вроде бы январь. Я могу ошибаться, но я устойчиво в январь следующего года. Там торговля между адвокатами и прокурором была. Прокурор говорит январь, а адвокаты требуют на весну оттянуть. Когда уже даже на весну, не на декабрь, а на весну прямо. Адвокаты требуют на весну оттянуть, потому что... Вот это интересно. Вот это Это адвокаты, это же как бы все-таки там... Судья решает. Не-не-не, это очень интересно, очень интересно. Почему? Потому что вот аналитики говорили, смотрите, идет предвыборная кампания. Сейчас она только начинается, через некоторое время она будет уже ожесточенной. И если в ходе этой кампании продолжается это уголовное дело против Трампа, то все его выступления так или иначе будут сводиться, его будут долбить по этому эпизоду. То есть это провальная его кампания. Поэтому говорили, что с точки зрения
его интересы в его предвыборной кампании, адвокаты должны требовать как можно скорее рассмотреть этот вопрос и принять решение. То есть принять решение, осудить или оправдать. И тогда это более-менее может как-то помочь. Но если это будет в ходе всей его кампании, это будет убитая совершенно кампания. Вот так они. То есть если они рассчитывают дотянуть это до, я имею в виду адвокаты, до весны, то дело для него очень-очень нехорошо. Ну и потом я вам скажу, это же, конечно, кошмар. Это первое в истории уголовное дело, да, против бывшего президента. За что? Его же за то, что врал. За то, что врал. Клинтона импичмент, значит, был в связи с делом Моники Луински. Там же тоже не за Монику, а за то, что врал. Ну да. То есть вот такая ситуация. Ну, а как это раскручивается в массовых средствах массовой информации, это представляет его просто колоссальным идиотом. То есть, вы думаете, это супружеская измена, которая, наверное, будет самой дорогой в истории человечества. Потому что как говорила вот эта штормовая Дэниелс, за 90 секунд секса Трамп уже заплатил ей $130 тысяч, а теперь над ним висит 34 пункта обвинений, каждый из которых грозит ему 4 годами заключения. А у американцев, если вот по каждому пункту его признают виновным, значит, этот срок добавляется. То есть 34 умножить на 4, и мы получаем потенциально 136 лет тюрьмы и 130 тысяч долларов за этот акт идиотизма, который характеризует самого Трампа как последнего идиота. И я вот говорил со своими знакомыми, вот эта мысль просто так вот, она, как ковид распространяется в умах американцев. Не должен этот человек быть, не имеет он права быть следующим президентом США. То есть сочувствие не сработает, да? Я просто, поскольку я не так часто, не так много бывал в Соединенных Штатах Америки, я, может быть, не очень хорошо чувствую психологию американцев. То есть сочувствие, обиженные, наших бьют, то, что сейчас сплачивает республиканцев, потому что ему сочувствуют, безусловно. Но такое вот, там, я не знаю, у кого-то, может быть, мужская солидарность вспыхнет, как-то вот так неудачно мужик погулял. Ну, да. Значит, вот это так не работает, да? Просто вы знаете. Я смотрю, вот такая ситуация, если в общих чертах. То есть даже сторонники Трампа, которые раньше были сторонники, так сказать, по уму сторонники, что-то там по уму привлекало в его, хотя я не знаю, что там могло привлекать, тем не менее, они понимают, что у него шансы, практически. То есть считается единственный шанс, когда Джо Байден, который все-таки ожидается выставить свою кандидатуру, объявит, что он идет. Так вот, единственный шанс Джо Байдена выиграть и пойти на второй срок, это если он в финале встретится с Трампом. Считается, что Байден у него выиграет. Поэтому с чисто практической точки зрения основная масса избирателей республиканцев считает, что надо заканчивать с этим и поддерживать Десантиса. Там реальные возможности, там человек реально может стать. И, скорее всего, он станет президентом Соединенных Штатов, потому что, Байден, он возраст, конечно, его убивает. Ну да, если Байден встретится с Трампом, то главная задача Байдена молчать всю избирательную кампанию. Совершенно верно. Просто молчать, на дебатах молчать, вообще постоянно просто встать и ничего не говорить никому. Это, мне кажется, единственное возможное. Хорошо. Будем очень надеяться, что эти два человека, на которых надеется Путин, это Си Цзиньпин и Трамп, оба они его подведут. По крайней мере, из ваших прогнозов это вытекает сразу, непосредственно. Последняя группа вопросов, которые я хотел бы вам задать, это то, что все-таки, вот несмотря на то, что вы сказали, действительно бронированный кулак формируется, но тем не менее вот это вот наступление, которого мы все ждем, оно вроде как вот должно в этом месяце, говорят, начаться.
ну, там погода, должно подсохнуть, все понятно, но тем не менее вот в этом месяце, говорят. Значит, и опять-таки, судя по прессе, в том числе западной, для того, чтобы поддержать это наступление, нужны, так сказать, военные ресурсы, материальные ресурсы, которые, и их надо поддерживать, там те же самые вот, возобновляемые ресурсы, те же самые снаряды и так далее, которые на сегодняшний момент отсутствуют у стран НАТО. То есть, поскольку все-таки был долгий период разрядки, долгий период после распада Советского Союза, когда угрозы войны не было, то, в общем-то, расслабились. И ВПК был немножко, так сказать, особенно в Европе, полностью в загоне. Там Эстония, говорят, вообще все свое оружие отдала, включая там стрелковые и пистолеты. Значит, ну вот возникает вопрос, как быстро может быть восстановлен ВПК европейский, а европейский вообще должен быть, мне кажется, во многих случаях с нуля создан. А американский восстановлен. Как это быстро возможно и может ли это позволить Украине вести не только вот этот разовый штурм, но и длительное наступление. Может быть, не одно, а несколько наступательных операций. Ну, я согласен с вашей точкой зрения, что на Европу надежды не так много, потому что действительно Европа прозябала в таком летаргическом сне несколько десятилетий после распада Советского Союза. И да вообще весь Запад не готовился к Первой мировой войне. А то, что происходит сейчас на полях Украины, это Первая мировая война. То есть посередине линии фронта, траншеи с одной и с другой стороны, и поливают друг друга из артиллерии. Затрачивает чудовищное количество амуниции, которые никто никогда в таких количествах даже не представлял, что они понадобятся. Запад готовился к другой войне с другими видами оружия, которые у них есть. Теперь судорожные попытки, как выйти из ситуации. Но Европа принимает конкретные решения. Франция, Германия. Затем, вот недавно было принято решение в рамках всего ЕС о том, чтобы фактически они, ну чуть ли не все, чуть ли не 90% всего своего запаса снарядов отдали Украине. Чуть ли не 90%, они останутся с 10% снарядов. То есть это уже говорит о том, что люди серьезно относятся к тому наступлению, которое сейчас готовится. Но я вам скажу, что если бы Россия так представить в невероятном сне, что Россия сейчас бы решила напасть на НАТО, то там, конечно, артиллерии они стрелять не будут. Там поднимутся F-35 и другие более серьезные аргументы. Вот. То есть надежда на Соединенные Штаты Америки. Они включили, я не скажу максимально, потому что максимально включить газ или там пятую передачу, для них это был бы президенту Байдену использовать закон о экономике в военное время или чрезвычайных ситуациях, когда правительство имеет право давать указания производителям, что вы должны, в каком количестве. А сейчас ситуация такая до сих пор. Производители говорят, это длилось вот буквально 3 месяца назад, ситуация изменилась. Производители особо не шевелились, они говорят, дайте нам 5-летний контракт. Минимум. Вот тогда мы будем производить оружие. А так мы сегодня построим новые линии, которые нам не нужны были несколько десятков лет. Мы их сейчас построим, мы поставим оборудование, мы найдем людей, которые уже давно не работают в наших корпорациях. А через полгода или год вы скажете, ну все, закончилось, там мирное урегулирование, закрывайте. Ну вот. И вот только буквально месяца 3-4 назад правительство, Пентагон выделило эти контракты. Они работают сейчас на полную катушку. Ну, я вам скажу так, 50 стран, которые входят сейчас в группу «Рамштайн», которые поставляют оружие в Украине, я не могу себе представить, что они не смогут поставить снарядов больше, чем можете произвести Россия. Вот в России, я считаю, гораздо хуже ситуация, особенно с учетом неудавшегося для Путина визита Си Цзиньпина в Москву. Есть еще один вариант. Южная Корея – это один из крупнейших производителей очень классного оружия сейчас.
танки у них К-2, затем гаубицы у них потрясающие и большое количество снарядов. И Корея мечтала просто прорваться на рынок стран НАТО. И вот сейчас у них такая возможность. Единственное, они бы и Украине поставили, но у них есть принципиальная позиция, мы не поставляем оружие в воюющей стране. Но вот мое внимание привлекла сделка между Польшей и Южной Кореей, по которой во-первых, будет поставлено несколько сот этих танков К-2 южнокорейских, очень классно считается. А во-вторых, в Польше начнут, по-моему, в Лодзе, что ли, начнут производство этих танков К-2. И вот есть надежда, что как-то там вот будет сделано, что может уже Польша эти танки будут идти в Украину. И я так понимаю, что в Кремле уже забеспокоились на этот счет, и поэтому в этом месяце, пока Россия заседает в Совете Безопасности ООН, они уже подняли вопрос, хотят созывать совещание по поводу нарушений правил экспорта оружия. А эти правила гласят, что имеется в виду, когда покупатель приобретает оружие, он должен подписать End User Agreement. То есть это обязательство покупателя, что это оружие будет использовано только им. Он конечный его потребитель и пользователь. И он не будет это передавать никуда. То есть они хотят, значит, заранее решить вопрос, чтобы лишить возможности вот эти танки или амуницию южнокорейскую поставлять в Украину. Но я думаю, у них ничего не удастся, потому что есть совершенно законные легальные возможности решить этот вопрос. То есть я уверен, что вообще, я скажу так, смотрите, по расчетам американских военных специалистов, коэффициент использования артиллерии, то есть снарядов 155-го калибра против 122-го, да, российской, у ВСУ в 4 раза выше, чем в вооруженных силах Украины. России. То есть из 10 снарядов, выпущенных в ВСУ, поражается 8 целей, а у России из 10 выпущенных ими снарядов поражается 2 цели. То есть эффективность украинских ВСУ в артиллерии в 4 раза больше. То есть по большому счету, даже если у них, то есть, скажем так, у России 40 тысяч выпущено в течение дня, а у ВСУ 10 тысяч, то по поражению результат будет примерно одинаковым. Поэтому я думаю, что в конечном итоге этот вопрос будет, да он сейчас решен. Для вот этого контрнаступления этот вопрос, я считаю, решен. Юрий Борисович, спасибо большое. Ну и как обычно у нас с вами складывается, я просил бы вас завершить нашу беседу ответом на те вопросы, которые я вам не задал. Что было не затронуто из того важного, что произошло за последнее время, на что вы хотели обратить внимание и сообщить нашей с вами аудитории? Да я даже не знаю, Игорь Александрович, вы очень мастерски ведете интервью, задаете самые набавляющие вопросы, которые стоят на повестке дня. Даже не знаю. Ну что ж, спасибо, Юрий Борисович, спасибо, как всегда, все четко по полочкам и все с огромным знанием дела, с огромным массивом информации. Дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Завтра, как обычно, в 7:40 я просил бы вас присоединиться к нашим совместным размышлениям о том, что происходит в России, в мире и в наших душах. Юрий Борисович, спасибо большое. И я очень надеюсь, что мы через какое-то время, когда будет накопиться большое количество вопросов, я вас очень попрошу их прояснить в совместной беседе. Договорились? Буду рад. Спасибо за внимание. Да, спасибо большое, дорогие друзья. Берегите себя. Хорошего вечера. Всего доброго.